Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте я акцентирую ваше внимание на панкреатите собак. Это очень важная тема. Вы даже не догадываетесь, насколько распространено это заболевание и какой вред оно приносит организму собаки. Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа вырабатывает ферменты для расщепления жиров, белков и углеводов. А также поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который расщепляет сахар. Поджелудочная железа – орган небольшой, но его важность сложно переоценить. Если поджелудочная железа будет неправильно работать, то это значит, что организм не будет усваивать пищу в полном объеме. И это приведет к другим очень серьезным заболеваниям, что очень часто и наблюдается. С одной стороны, владельцы животных как бы и знают, что у собак достаточно часто бывают проблемы с поджелудочной железой. Ведь этот диагноз ставится достаточно часто в ветеринарных клиниках. Но все это касается острого панкреатита, который сопровождается ярко выраженными симптомами, такими как резкий отказ от еды, рвота. У собаки наблюдается понос, стул пенистый, желтоватого цвета, а иногда и с примесью крови. Панкреатит сопровождается сильными болями в животе, может наблюдаться каменный живот, собака дрожит, можно перечислять еще и другие симптомы, их много. Я перечислил только самые яркие из них. И если вы увидели у своей собаки вот такие симптомы, то это еще не есть стопроцентная гарантия того, что у собаки панкреатит. Но при таких симптомах панкреатит уже нельзя сбрасывать со счетов. При таких симптомах есть большая вероятность того, что он все-таки там есть. В таких случаях надо проводить дифференциальную диагностику, например, провести УЗИ или рентгенографию. Как правило, диагноз на острый панкреатит ставится с большой точностью. И при правильно назначенном лечении и диете поджелудочную железу можно достаточно быстро и полностью восстановить без всяких последствий. Все гораздо сложнее, если панкреатит протекает в хронической форме. То есть клинически это слабо проявляется. Но тем не менее все это ведет к возникновению огромного количества других заболеваний. Вот чем опасен хронический панкреатит. Это и всевозможные болезни печени, и кишечная непроходимость, связанная с ослаблением перистальтики, и закупорка желчных протоков, интоксикация организма может быть. Ну и конечно же панкреатит ведет к сахарному диабету. Опять, все эти болячки, которые я перечислил, это далеко не полный перечень. Это то, что у всех на слуху. Все эти болезни развиваются не сразу, а постепенно. И с возрастом образуется целый букет из этих заболеваний. И потом начинаются походы по ветклиникам. То лечим печень, то снимаем интоксикацию организма, то лечим кишечник. Организм начинает напоминать старую теплотрассу. То там прорвет, то там прорвет. Только успевай ее чинить. Но всю теплотрассу можно взять и заменить. А вот организм не заменишь. А теперь услышьте то, что послужило причиной записи этого видео. Прижизненно диагноз на панкреатит ставится только в 10% собак. А вот посмертно хронический панкреатит выявляется более чем у 70% собак. Поэтому очень много болезней, из-за которых вам приходится посещать ветеринарную клинику, связаны именно с хроническим панкреатитом. Сразу же возникает вопрос, так а что является первопричиной возникновения хронического панкреатита у собак? Причин очень много, но в большинстве случаев хронический панкреатит связан с неправильным кормлением собак. Это 70%, так точно. Какое же кормление может привести к хроническому панкреатиту? Считается, что в большинстве случаев к развитию хронического панкреатита ведет кормление собак жирной пищей. Понятно, что жирную пищу собакам давать нельзя. Причем это понимают практически все владельцы собак. Я вообще не встречал таких владельцев собак, которые бы кормили своих животных целенаправленно жирной пищей. Бродячие собаки и те, которые охраняют автостоянки и стройплощадки, не в счет. Наоборот, все владельцы перестраховываются и дают жира даже меньше, чем надо. Ну, если не все, то подавляющее большинство. Поэтому, исходя из практики, я бы не стал называть эту причину главной. Да, если собака стянет со стола кусок сала, то может возникнуть панкреатит. Но это будет острый панкреатит. Ну, я даже и не представляю, чтобы у кого-то на столе лежал вот такой большой кусок сала. И то, такая ситуация возникнет, если это сало стянет собака мелкой породы. Если это будет собака большой породы, то вряд ли что-то будет. Я не припоминаю таких случаев из своей практики. От куска стянутой со стола колбасы был диагностирован панкреатит. Но опять же, это была острая форма.
Да, был панкреатит от куска шоколада или каких-то других сладостей или копченостей. Очень часто владельцы собак, стараясь сделать своему любимцу приятное, начинают угощать его тем, что любят сами. Дают им тот же шоколад или сладости, и собака это охотно поедает. Во-первых, любят собаки сладкое, а во-вторых, вы же понимаете, что из рук хозяина собака съест все, что угодно, причем с радостью. Поэтому не надо этим злоупотреблять и думать, что если собака что-то ест с охотой из ваших рук, то это полезно для ее организма. Поджелудочная железа собаки в основном вырабатывает ферменты, которые расщепляют белки. Жиры и углеводы – это непривычные для собак компоненты. Да, какие-то количества и жиров, и углеводов собака может расщепить, но это небольшие количества. И тут принцип такой, что лучше жиров и углеводов дать собаке меньше, чем переборщить. Для этого существуют нормы кормления. Очень много диагнозов на панкреатит ставится на второй день после праздников. Тут стараются все. И хозяева что-то подбрасывают своему любимцу с праздничного стола, а гости в этом преуспевают еще больше всех. Причем замечено, что количество выпитого повышает щедрость и хозяев, и гостей. Это неоднократно проверено. Все эти перечисленные случаи сначала вызывают острый панкреатит. И если это очень часто повторяется, то потом это переходит в хроническую форму. Также хронический панкреатит вызывает резкая смена корма у собаки. Очень часто причиной возникновения хронического панкреатита является кормление собаки низкосортными сухими кормами, в которых есть очень мало адекватных для собачьего организма пищевых компонентов. Как правило, животного белка в таких кормах мало, в основном там содержится растительный белок, и того мало, но зато в таких кормах очень много углеводов. Все эти компоненты со временем вызывают хроническое воспаление поджелудочной железы. Избыток углеводов ведет к ожирению и нарушению обмена веществ. А дальше? А что дальше? Да здравствует диабет со всеми его последствиями. Поэтому, чтобы не допустить всех этих неприятных болезней, кормите своих собак правильно. В одном из своих последующих видео я расскажу вам, чем кормить собаку, если ей был поставлен диагноз панкреатит. Да, еще момент. Даже если вы кормите качественным сухим кормом, то следите за сроками его годности. Следите за тем, чтобы после открытия мешка корм расходовался в течение месяца. На упаковке обычно написано, в течение которого времени необходимо расходовать корм. Длительно открытый корм также является причиной развития хронических панкреатитов. Ведь сухой корм подвергался термической обработке, и он очень быстро окисляется. Особенно окислению подвержены те же жиры, которые находятся в корме. А даже немножко прогорклого жира на порядок опаснее, чем много хорошего. Помните об этом. Еще раз подчеркиваю, что эта ситуация касается всех сухих кормов, в том числе и самых высококачественных. Поэтому прежде чем взять большой мешок корма, который собака не съест в указанные сроки, то 10 раз подумайте, а стоит ли это вообще делать. Да, вы немножко сэкономите, но пройдет некоторое время, и ветврачам в клинике придется вспоминать весь учебник по терапии от возможного букета возникших заболеваний. Все коварство ситуации в том, что визуально с вашей собакой будет все как бы хорошо, но со временем проблемы обязательно проявятся. О том, что не надо брать корм на развес, то я вообще об этом молчу. Это очень плохая практика. Сложно сказать, какого года там корм. Ну, разве что вы очень доверяете продавцу, которого хорошо знаете, и причем не один год. Может, это даст вам какой-то шанс на то, что вас не обманут. Но очень часто продают на развес корм, который не очень хорошего качества. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать об этом коварном хроническом панкреатите собак. Но на этом тема панкреатита еще не закрыта. Здесь есть еще нюансы, о которых надо обязательно знать. Я о них расскажу вам в одном из своих последующих видео. А пока на этом все. Берегите своих собак, кормите их правильно, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!